Кристина, и вы на моем канале о вязании. И сегодня я вам предлагаю вместе со мной покрасить носочную пряжу. Итак, у меня сама пряжа будет вот такая вот. Это от фирмы Regia. Это специальная пряжа для ручного окрашивания. Здесь такая вот пасмочка. Она по 100 грамм. Состав носочный, 75% шерсть и 25% полиамида. Метраж 100 грамм, 420 метров. Так, это у нас пряжа. И потом у меня есть такие вот красители. Это польского произведения. Тоже это думано для покраски вручную, но для ткани. Но я думаю, что покрасить пряжу или ткань, ну, особой разницы нету. И что я буду делать? Я эту пасмочку разделю на две части по 50 грамм. Так как я хочу этим цветом, это у нас фиолетовый, окрасить одноцветные 50 грамм. И эти три цвета, это бордовый, такой вот синий, как он называется правильно. Ой, я забыла. Бирюзовый, мне кажется, он будет на перевод. И этот был, мне кажется, как его, вишневый. Вот эти три я буду делать такими секциями, а это я покрашу одноцветным. Итак, я тогда пойду разделю эту пасму, и я к вам подключусь. Итак, я разделила 100 грамм на две такие пасмочки. Здесь у меня вот такая вот. Это я оставила половину от той, что уже производитель намотал. Ну, такой вот длины. Я тут не заморачивалась, так как я ее буду красить секциями, то, ну, как говорится, не тратила свое время, оставила как есть. И вторую я намотала такую вот. Это у меня будет одноцветная. Наматывала на простую разделочную доску такой вот ширины. Связала вот двумя ниточками, не затягивая, чтобы здесь все хорошо прокрасилось, ну, в двух местах, чтобы она тут не спутывалась. А вот эту длинную пасмочку я связала в 4 местах, тоже не затягивая, чтобы тут краситель хорошо прокрасил. Итак, я перебралась на стол и начнем покраску. Вот мои две пасмочки, по 50 грамм каждая. Итак, нам понадобится емкость с водой. Я уже ее подготовила. Здесь у меня вода, в которой я уже добавила соль и уксус. Так, сейчас я тут чуть-чуть размешаю соль, она еще не вся растаяла. Итак, и что мы делаем? Эти обе пасмочки я закидываю в воду. Так, сейчас я одену перчатку, чтобы уксус и соль не попортили мне руки. И это все хорошенько надо будет вот таким вот образом замочить. Пряжа должна хорошенько промокнуть, впитаться этой водой, чтобы нигде не было никакой сухости. Прежде чем начнем покраску. Ну и так эту пряжу оставим где-то на минут 20. Я думаю, больше и не надо. Пряжи тут немного. Пускай это все тут замокает. И после этого я к вам подключусь. Я чуть-чуть отжала. Вот она. Эту воду, где она у меня промокала, я не выливаю. Я туда добавила горячей воды, чтобы она была теплая. Она нам пригодится, чтобы размешать красители. Так, и это у меня вторая. Так, главное это все дело не спутать. Так, вот. Она вся мокрая. И что я теперь делаю? Так.
Вот это вот одноцветная. У меня есть такие емкости. Ну, ненужная посуда. Я в ней яйца пасхальные крашу. Ну, это такая. Так, извините, штатив. Ну, не пищевая. Я говорю, мы в основном в этой посудине яйца пасхальные красим. Так, вот это тогда у нас пойдет как одноцветный. Вот этот вот фиолетовый у нас будет. А эта пряжа, которая у нас будет по секции, у меня тоже есть такая емкость. Тоже я ее уже давно не использую для выпечки. Это стекло, которое жароустойкое, да, наверное, правильно будет. И я в ней выкладываю вот эту вот нашу пасму. Так, сложим ее напополам. Вот таким вот образом. И уложим вот ее сюда. Эта посудина мне нравится, так как я ее потом ставлю на свою плиту и, ну, подогреваю, потому что, чтобы закрепить этот весь процесс. И вот эту вот воду, где у нас уже есть соль и уксус, мы сюда заливаем. Но здесь главное, чтобы вода и вот эта вот пасмочка, она была вот, видите, не совсем плавала. И заливать ее, ну так, чтобы она вот... Ну, чтобы она была так минимально в воде. Так, и здесь мы зальем тоже. Здесь тоже туда надо полностью. Ну, здесь можно заливать хорошо, так как мы здесь будем красить одноцветным. Так, это тогда мы заготовили. И теперь нам надо разбавить красители. Так, что мы делаем? Вот у меня есть мисочки. Так. Берем эту же самую воду, где у нас соль. Я где-то наливаю, ну, 150 грамм выходит. Я думаю, мне этого вполне хватит, так как пряжа у нас только 100 грамм. Так. Так, и беру свои 3 цвета, которые у нас пойдут как на секции. Что я еще возьму? Я добавлю еще соли в каждую, где-то такую щепотку. И уксус. Уксус у меня 9%. Добавим 2 чайные ложки. Так как я в большую посудину уже добавляла еще воды, так как пряжа впитала в себя, сделаю здесь более концентрированный. Вот у меня тоже такие посудины, мы их давно не используем. Я тут иногда и краски свои смешиваю для своего декупажа, ну такие. Так, соль. И открываем пакетик и начнем с бордового. Если честно, я красила последний раз пряжу в школе, в домоводстве. Так, поэтому я не знаю, что у меня получится. Посмотрим. Так, я беру тогда сюда. Ну, давайте 1,5 ложки. Я думаю, хватит, потому что упаковка вообще думана на пол-литра воды. Но так как у меня здесь не пол-литра. Так, главное сейчас тут все не запачкать, не заморать.
Так, это у нас был вот такой вот бордовый цвет. Вот. Ну, довольно темный получился. Ну, нормально будет. У нас же пряжа потом высыхает, и это, наверное, скорее всего, будет светлее. Так, это у нас бордовый. Ой, уже видите, вроде все аккуратно делаю, поэтому обязательно надо застилать поверхность и обязательно использовать перчатки. Так, следующий у нас будет вот этот вот синий. Как он? Опять забыла цвет. Ну ладно. Бирюзовый, наверное, он выходит на русском. Так. Возьму ложечку. О, смотрите. Давайте тоже 1,5. Больше не буду. Так. Размешаем. Хотя вода теплая, довольно такими комками. Я думаю, он растает. Вот такой вот цвет. Не знаю, видно вам? Не видно. Так, это... Запах, конечно, такой интересный у этого красителя. Ну ладно. Так, и вот наш вишневый цвет. Разбавим его. Так. Вот такой вот. Я думаю, 1,5 ложки хватит. Ну, посмотрим. Я первый раз ими крашу. Так, главное тут не запачкать. У меня кухня белого цвета, светло-серая. Поэтому не хочется тут все замарать. Вот, да, красивый вишневый цвет получается. Но вода тепленькая, она все-таки довольно медленно все тает, но думаю. Так, смешаем синенький, смешаем. Так, и давайте я еще возьму одну емкость. У меня почему-то только 3. Мне же надо еще вот этот цвет размешать. Сейчас я тогда схожу за посудиной. Так, я все-таки решила вытащить. Я же забыла, что мы же в этой посудине будем это замакивать. Поэтому мне все равно надо побольше емкости. Я ее вытащила. И прямо здесь я размешаю. И возьму, наверное, тогда... Ну, тут нету, наверное, пол-литра тут. Мисочка маленькая. Так, давайте добавим еще уксуса сюда. Так, на глаз. И соли. Щепотку. Так. Меня все просилась дочка сюда. Я говорю, нет, давай я тут сначала сама разберусь, потому что знаю, что дети... Не дай бог тут это все рассыпать, эти краски разлить. Потом придется ремонт делать. Так, ну что, тогда сюда мы добавим тут воды побольше. Давайте так. Возьмем эти 3 ложки. Раз. А я всю пачку высыпаю. Вот. Ну, тут пусть пол-литра, наверное, и получится.
Вот, смотрите, какой цвет красивый. Я не знаю, вам видно? Ну, лампа отсвечивает. Совсем не видно. Вот. Ну что, девочки, приступим. Это мы тогда замочим. Сейчас тут главное не спутать. Ну что, я это все сюда погружаю. Вот, смотрите, какая. А, вот теперь вам видно. И вот это у меня будет одноцветная. Так, это я тогда оставлю. Потом это надо будет все греть, фиксировать. Так. Пускай это все тут красится. Это я пока уберу. Ну, и будем тогда пробовать наши полосочки делать, секции. Дадим волю фантазии. Так, ну что, начнем давайте с синего. Надеюсь, краски будет достаточно. Может быть, еще добавить, чтобы он был такой поярче. Давайте я пол-ложки еще добавлю туда. Синенький очень красивый, мне хочется, чтобы он... Я пол-ложечки добавлю. Чтобы он был такой... В следующий раз буду красить, мне надо просто взять, знаете, что я поняла? Пластмассовые белые ложечки, чтобы вам видно был цвет, потому что на металлическом ничего не видно, к сожалению. Ну, давайте приступим. Посмотрим, что получится. Так, не буду я пока больше синего добавлять. Так, это у нас был вишневый, да? Давайте вишневым сейчас здесь сделаем. Ну, как-то так, не знаю, как это все будет. И возьмем этот наш какой-то цвет был бордовый. Да, ну да, видите, он темнее. Итак, девочки, я тут это все покрасила, и теперь надо это все греть. Так, у меня есть такая вот комфорка, она уже ну, она такая удлиненная. Так, видите, получается, я тут могу прогреть. Ну и где-то полчаса надо это все прогревать, как я знаю. И главное не доводить это все до кипения. Поэтому получается полчаса буду сейчас это стоять все присматривать. Ну, надеюсь, получится красиво. И здесь вот этот наш, этот вот, я вот уже рядом поставлю греть, поэтому я беру металлическую сюда эту мисочку, так как к ней удобно прогревать. Так, возьму старенькую свою такую вот щипчики, чтобы это все, чтобы это все схватилось. И посмотрим, тогда будем это все простировать.
и просушивать. Ну и потом я, конечно, хочу с этого всего связать носки. Посмотреть, что из этого всего получится. Так, я тогда буду тут варить, парить. И потом я уже подключу, когда это все буду выполаскивать. Итак, буду снимать сейчас с руки. Так, мы тут все выключим. Так. И здесь почти, ну, вода, она почти вся краска. Ну, так. И теперь я переложу сюда и буду полоскать. А вот видите, вода не покрасилась. Сейчас лишнее вымоется. Надо будет это все. Ладно, я это все сейчас прополоскаю и тогда вам покажу, что у меня получилось с этой пасмой. Итак, вот я прополоскала. И это сейчас надо все просушить. Вроде прокрасилось. Ничего такого белого, совсем белого я не вижу. Вот. Так что вот это я тогда пойду просушивать. Так. И тогда сейчас мы прополоскаем вот эту вот вторую. Это вот наш фиолетовый. Ну, тоже сейчас лишнее вымоется. И, кстати, я и в этой пасме, и в той предыдущей, я когда при полоскании в каждую воду еще уксуса добавляю. Ну, чтобы уже так намертво эта краска закрепилась. Так, тогда сейчас тоже прополоскаю и посмотрим, что у нас получится. Так, и вот. Ну, тоже прокрасилась хорошо. Ну, так, на глаз я сейчас белого ничего не вижу. Единственное, вот здесь был узелок, который я продвинула. Ну, это та ниточка, с которой я связывала пасму. Итак, вот так у меня это все получилось. Буду это все сушить, ну и потом уже покажу вам, что получилось после высушки. Так, девочки, я просушила то, что я накрасила. И смотрите, что у меня получилось. Это две маленькие пасмочки по 50 грамм. И на одну пару носков должно хватить. Этот у меня получился вот такой вот. Я эту расцветку назвала вишня с черникой. Коктейль ягодов. Мне очень-очень понравилось. И, ну, конечно, в пасме расцветка выглядит таким образом. Ну, при вязании, там, например, в круговом или даже поворотными рядами, ну, пряжа, она тоже будет ложиться по-другому. И вот так вот она выглядит. Очень красиво. Не знаю, мне нравится, мне очень понравилось. И я довольна. Довольна моей первой покраской. И я понимаю, что эту краску можно использовать для пряжи. И вот фиолетовый получился вот такой вот. Я перемотала, они у меня, ну, по длине смотаны, перемотаны одинаково. И нигде белых проплещин, если так можно назвать, я не увидела. Да, конечно, цвета есть где-то потемнее, посветлее, вот как, например, здесь, да. Но пряжа, она вся прокрасилась. И, ну, я считаю, что, наверное, если была бы стопроцентная шерсть, то, конечно, прокрасилась бы еще лучше. Но так как здесь есть этот полиамид, это синтетическая добавка, то, конечно, ну, я считаю, что... Ну, зато таких носков с такой пряжи больше ни у кого не будет. Я свяжу следующие, буду вязать носки. Это скорее будет тогда уже в носочную коробку в апреле. И, конечно, я вам сниму, что у меня из этого получилось. Итак, сегодня я с вами прощаюсь.
Спасибо, что просмотрели видео. Если вам очень понравилось, поставьте лайк. Чтобы не пропустить следующие видео, подпишитесь на канал. И вопросы, если какие-то есть, оставляйте в комментарии, то, конечно, с удовольствием на них отвечу. И тогда на сегодня пока-пока.